Меня зовут Марина, я медкоординатор, работаю ежедневно с суррогатными мамами, которые же либо планируют прийти в программу, либо же уже находятся в программе, и помогаю им, так сказать, освоиться и вступить в программу. Но они еще не понимают непосредственно самого механизма, как это работает, что такое подготовка, что такое перенос, и, соответственно, собрать их эмоции, то есть настроить их, что здесь все налажено, здесь все продумано, мы четко знаем, что мы делаем. Первую суррогатную маму мне очень сложно забыть, потому что ее звали точно так же, как и меня. День рождения у нас не в один день, и единственное, что разница у нас была ровно в год, то есть я ее на год старше. Поэтому забыть такую барышню очень сложно. Суррогатные мамы очень довольно-таки часто становятся друзьями с родителями. И причем, то есть, по сути дела, у них это как начинается. Вначале это такая неловкая встреча. То есть это может быть по скайпу, это может быть лично. То есть часто родители себя неловко чувствуют, не знают, что спросить, как себя тактично повести. То же самое и со стороны суррогатных мам. Даже те, которые уже приходят второй раз в программу, они все равно ведут себя так, как будто бы что-то такое неловкость и все остальное. Но потом эти товарищи начинают общаться, там уже и переписки, там и общение, и обмен фотографиями, и подарки детишкам, и поздравления со всеми праздниками, и с днями рождения. То есть уже идет контакт по полной программе. Что еще придумали наши девочки? Когда день рождения, то есть они там знают день рождения папы, день рождения мамы, они берут, там одна рисует другой на животе, там кто рисует медведя, кто рисует там что-нибудь, солнышко, цветочки рисовали. Вот это берут, делают картину полностью на весь живот. И делают приписки, там, папа с днем рождения, там, папа, мама, мы вас поздравляем с днем рождения, пишут, что скоро мы будем, что ждите, мы скоро будем. То есть это уже девочки, которые вот-вот должны родить. Вот, и отправляют уже эти фотографии. Если брать такие занятные истории, это то, что беременные женщины — это, в принципе, уже что-то с чем-то, можно так сказать. Потому что у нас они живут как раз рядышком с нашим офисом. И получается как? Мы себе сидим, благополучно работаем. Тут заходят к нам 3 беременные наши девочки, заносят полторта. Мы такие, что это полторта. Они, да, полторта. Мы хотели очень торт. Пошли, выбрали самый большой, думали, что мы его съедим. Но в итоге мы его не осилили. Чтобы не пропадать, они принесли его нам. Так, по большей степени, если они хотят поговорить, то они звонят, и начинается про детей, про то, что там муж что сделал, что там он сел не так, там девочка говорит: успокойте меня, он слишком громко дышит. Есть такие родители, которые выбрали суррогатную маму, и просто получается так, что на тот момент у них не было эмбрионов, и то есть определенная там жизненная ситуация, и им было необходимо год ее ждать. И что эта женщина согласилась год ждать этих родителей, что эти родители, то есть они вот так вот друг дружку ждали, при этом общаются постоянно, и даже когда уже ей предлагали других родителей, то есть чтобы она могла быстрее вступить в программу, она говорит, что типа что я уже их дождусь, потому что уже с ними связались, уже так вот сдружились. Если, например, сейчас девочка, которая уже повторно пришла в программу, так она пришла повторно для тех же самых родителей, которым она родила год назад. И поэтому они уже сказали, что в эту беременность они уже будут приезжать со своим ребеночком, который будет знакомиться со своим братиком или сестричкой, еще когда в животике находится. Суррогатные мамы, они ведут себя настолько по-разному, что это просто даже не предсказать, потому что одни ведут себя абсолютно уверенно, это говорю как прокачанный пользователь. При этом есть такие тревожные и кропотливые, что до чего доходит. Она такая заходит к врачу и говорит, что только я стараюсь на боку не спать, чтобы на живот никак не поворачиваться, чтобы живот никак не травмировать, потому что врач говорит, то есть вы все это время даже не ложились на бок и на живот? Ну да, там же ребеночек. Боже. То есть настолько так полностью оберегать, охранять живот. Ну а так в основном, то есть они уже знают, как они идут, знают, что такое роды, начинают рассказывать там про свои роды, как у них проходили, и как эти будут. И одна нам даже сказала, я рожу 23 сентября. Хотя у нее предположительная дата родов стояла за неделю, то есть, точнее, через неделю. Она такая, я вас умоляю, 23 сентября. И она родила 23 сентября.
На родах у суррогатной мамы может присутствовать также мама, то есть здесь тоже по обоюдному согласию. И просто настолько трогательно, когда вот она поддерживает суррогатную маму, когда вот она ее держит за руку, когда она ей что-то говорит. То есть, понятное дело, что у них языковой барьер, но она все равно вот всячески старается то есть поддержать ее, оказать ей поддержку. И там уже и мама, потом уже ребеночка родившегося, она и плачет, и держит его на руках, то есть там и смеется, и фотографирует. Бывает так, что суррогатные мамы дарят подарки. И вот из последних, который был, это, получается, суррогатная мама подарила двум малышам, которых родила, она купила серебряных ангелочков. И вот она серебряных ангелочков с цепочкой, то есть они еще, по-моему, как-то соединяются, и в коробочку вот эту вот им передала подарок, чтобы он был им как оберег, этим детишкам. Поэтому тоже очень было так красиво. После родов, да, суррогатные мамы часто общаются с родителями, то есть у них там идет такой живой контакт, там и день рождения ребенка, и первые шаги ребенка, и там кто пошел, где пошел, как погладил собаку, и это целые фотосессии, то есть они отправляют суррогатной маме, и она потом приходит к нам, показывает все эти фотографии, что смотрите, 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 как он вырос, там, какой он родился, какой он стал и какой сейчас. Повторно очень часто приходят женщины в программу. Даже если она не планировала, то вот настолько они сдруживаются с родителями, что девочка вот родила, и они договорились о том, что когда ихнему ребеночку будет 2 года, когда они там уже себе акклиматизируются, привыкнут, то чтобы она снова пришла в программу, чтобы родить им братика или сестричку. И девочка, которая, то есть, в принципе не планировала, но за счет вот этих вот взаимоотношений, она говорит: хорошо, типа, что буду ждать вас. Самое приятное в моей работе — это то, что вот видеть результат и то, какие уходят счастливые, довольные родители, и эти малыши, фотографии которых нам отправляют, то есть вот там они родились и такие еще маленькие, и потом уже, когда они становятся взрослее, там всю эту одежку, то есть все очень миленько. И люди как будто бы расцветают. То есть вроде бы они родили, то есть это как них, да, ребенок, но вот у них такое трепетное отношение, и вот именно оно сказывается даже вот на их внешнем виде, что уходят такие довольно окрыленные женщины. Если бы могла обратиться ко всем парам, то я бы хотела сказать им, чтобы они были благодарны этим женщинам. Выносить ребенка — это далеко не легкий процесс. Это 9 месяцев, то есть женщина только вынашивает ребенка. Перед этим она идет процесс подготовки. И эти женщины, они действительно вкладывают всю душу. То есть они понимают, что то есть это не их ребенок, но при этом они вот его любят, ходят, лелеют, заботятся о нем как о своем. И при этом, то есть мне бы очень хотелось, чтобы эти родители просто говорили им спасибо.